Доброго времени суток вам, мои дорогие подписчики и гости канала. Смотрите, с какого интересного места я решила вам снять видео сегодня. Там ручеек у нас шумит. В общем, приветствую вас с бельгийских полей. И сегодня у нас будет 4-я часть рубрики Dear Story. История о том, как Димаша изменил чью-то жизнь. Так, сейчас я найду какой-нибудь укромный уголочек, где я смогу поставить стоечку и спокойно вам прочитать истории. Ну вот, дорогие друзья, нашла я такое приятное уединенное место. Правда, довольно ветрено. Вы уж меня простите за шумовые эффекты. Но зато живенько. Звуки природы, птички поют, ручеек журчит. Я думаю, это даже приятно. Перед тем, как начать первую историю, я, конечно же, по традиции благодарю всех вас за теплые комментарии, за то, что вам нравится моя рубрика, за то, что вы делитесь своими тоже ощущениями, своими эмоциями. И первая история у меня будет от Диарс по имени Анастасия. Не спешите думать, что это за Анастасия из ваших знакомых Диарс, потому что, буду честна, это имя вымышленное, так как истории личные. Не каждый готов афишировать свою личность, выкладывать подробности своих жизней, поэтому будем уважать такое решение. И я зачитаю письмо, а потом я прочту несколько комментариев, которые тоже, конечно же, заслуживают пристального внимания. Я думаю, люди на меня не обидятся, ведь это было опубликовано на просторах YouTube. Все это могут прочитать, но не все это делают. Не всем интересно и есть время пролистывать множество комментариев. Я выбрала несколько из них. Сколько сегодня зачитаю, не знаю, но тоже довольно интересные, глубокие размышления и рассказы. Ну что ж, начнем с Анастасии. Итак, в итоге в поединке с ветром стихия победила со счетом 1-0, так что оставим природу в ее естественном виде, а я отсюда уже из дома продолжаю съемку и прочитаю вам историю Анастасии. Здравствуйте, дорогая Юлия. Мне тоже захотелось написать и поделиться с тобой моей историей открытия Ди и как он изменил меня и мою жизнь. Начну, пожалуй, с того момента, когда я впервые услышала и увидела Димаша. Это был самый обычный вечер. Ничто не предвещало бури или каких-то изменений в моей жизни. 5 января 2020 года, сидя в кресле от нечего делать, я смотрела в записи песню года. Певцы и певицы сменяли один другого. Никто не затрагивает меня. И вдруг объявляется следующий артист – Димаш Кудайберген с песней «Олимпика». Мне стало интересно, так как я не знала это имя. Выходит молодой человек и начинает петь. И я пропала. Этот голос, он покорил меня с первой секунды, а Димаш продолжает петь. Мои глаза открываются все шире и шире, челюсть падает, как у тех реакционеров, которые впервые смотрят Димаша. Димаш поет и переходит на высокие ноты. Я замираю и перестаю дышать. И только одна мысль бьется в моей голове. Он сейчас сорвет голос. Он сейчас сорвет голос. Но на тот момент я еще не знала, насколько он профи и насколько хорошо он может петь, и что он отдал этому занятию очень много лет своей жизни. Что случилось потом, спросите вы? Это был настоящий культурный шок для меня. Перекручиваю видео раз 5. Слушаю Димаша, мурашки и слезы. А дальше все как у всех. До утра YouTube. Искала все, что можно было найти. Реакции на Ди. Но тогда их было еще очень мало, и все без субтитров. Все выступления Ди, которые только можно было найти. Смотрю все подряд. Все, что могу найти. Конечно же, запрашиваю Google о концерте Ди. И, о боже, концерт в Дюссельдорфе. Сразу же покупаю билет.
Вот так началась моя жизнь, Дир. Жизнь разделилась на до и после Димаша. Могу сказать только одно. Все мои близкие не приняли Ди, не понимают меня, моего восторга, и я начинаю искать других людей, которые открыли для себя Ди, других Диарс, потому что потребность говорить о нем выше моих сил. Но на тот момент у меня был только YouTube. Не могу остановиться. Во мне живет очень большая потребность найти людей, которые понимают меня и со мной на одной волне. А потом наступил ковид. Тяжелый период в моей жизни. И не только в моей. Такое чувство, что весь мир замер. 16 марта первый локдаун. Закрыты все границы. За неделю до концерта Ди в Дюссельдорфе отмена и перенос на 2021 год. Нас настолько запугали, не знали, что будет с работой, что будет с детьми, запрещено выходить из дома, встречаться с близкими, и у меня начинается депрессия. Приходя после работы домой, ложилась на диван в позу эмбриона, если вы знаете это выражение, и в протяжении длительного времени слушала голос Ди, вокалист «Знай» с киевского концерта, и плакала. Слезы просто сами собой лились рекой, и голос Димаша вытащил меня из этой ямы. А потом случилась другая трагедия. Моя мама заболела ковидом, и через 2 недели ее не стало. Пишу эти строки, и опять мои глаза наполняются слезами. И снова со мной все это время голос Димаша. Он опять помогает мне пережить этот нелегкий, тяжелый момент в моей жизни, поддерживает меня и дает мне силы жить дальше. Многие Диарс говорят, что Димаш появляется в твоей жизни, когда ты в нем очень нуждаешься или тебе нужна помощь. И это правда. Он действительно лечит наши души своим голосом. Я в этом сама убедилась, и я верю тем людям, которые об этом рассказывают. Я испытала это сама. После этого всего пришло осознание, что мне мало просто писать восторженные комментарии под видео реакционеров в YouTube. Я хотела приносить реальную помощь в продвижении творчества Димаша. И я стала искать эту возможность, и опять мне на помощь приходит YouTube. Из видео «Алга Петербург» я узнала о рабочем фандоме и о FLS на MTV. И вот я уже в фандоме, с замечательными девочками, не сплю и пишу каждую пятницу. Реквест Димаш. Потом Билборд. Я нашла и познакомилась с замечательными людьми Диарс со всего мира, благодаря Ди. Это моя отдушина, это мой мир, который принадлежит только мне. Он делает меня сильнее, он делает меня счастливой. Я благодарна судьбе, я благодарна Димашу за то, что он помог мне в трудную минуту. А концерт Ди все-таки состоялся в моей жизни, и не только один. Юлечка, можно еще добавить, что мой организм просто требовал этот вокалист «Знай». День и ночь он был в моей голове. А тот концерт в Дюссельдорфе был передвинут еще раз, и только через 2 года попала на него. Я не сдавала билет, ждала. Но вот такая история. Я очень хорошо понимаю эту Диар, потому что я была тоже... В итоге попала на концерт Димаша в Дюссельдорфе. Да, он 2 раза переносился, и, честно признаюсь, пару раз были такие моменты слабости, когда хотелось вернуть билет. Не то чтобы хотелось, но какие-то минуты отчаяния и желание, может быть, вернуть деньги хоть как-то. Но эта мысль, она очень быстро у меня уходила, и мы ждали, и мы дождались. И это незабываемые впечатления, конечно же. Ну а сейчас, как и обещала, несколько комментариев под моими прежними видео из этой рубрики. Когда я в тяжелом состоянии ковида лежала на больничной койке с системой в руке, я тихо плакала, а на груди у меня лежал телефон, и голос Димаша исцелял меня, и я выжила. Благодарю ангела Димаша за его поддержку, счастья и здоровья ему. Комментарий от пользователя под ником Джаконда. У нас в Узбекистане было плохо со скоростью интернета.
Да и в моем преклонном возрасте я не очень ладила с компом, поэтому не сразу я нашла Димаша, опоздала на его концерты в Казахстане, когда были в 17-м и в 19-м годах. Я жила одна на маленькую пенсию, а мой ребенок был далеко за рубежом на учебе и жил на студенческую стипендию. Потом я похоронила своих родителей, и вскоре моя дочь закончила уже 3 университета, где училась на бюджетной стипендии. И только когда мой ребенок перевез меня далеко в Америку и стала хорошо зарабатывать, она смогла исполнить мою мечту, и мы через 4 страны летели, чтобы попасть на концерт в Ереване. И до сих пор я не могу поверить, что я была на нем и видела Димаша вживую. Он как свежий воздух или чистый родник, не могу насытиться им и постоянно слушаю его голос, который спасал меня от одиночества раньше. Дай Аллах Димашу и его семье здоровья и сил преодолеть все трудности и быть счастливым, как его родители. Аминь. Я очень хочу, чтобы весь мир полюбил Димаша, и все мировые премии и награды заслуженно получил он. А главное, хочу, чтобы нашел свою взаимную, настоящую любовь, о которой он поет всегда. Да будет так. Следующий комментарий от пользователя по имени Надежда. Юля, я давно знакома с вами, благодаря, конечно же, Димашу. Я хоть и живу в Казахстане, а Димаша узнала случайно, осенью 2019 года. Была буквально поражена исполнением песни Лары Фабиан «Адажио» на конкурсе в Китае, когда в конце он вдруг упал на колени. Я реально была в шоке. Я не могла понять, что произошло. Музыку «Адажио» я помнила с детства. Мои любимые фигуристы, танцоры Наталья Бестемьянова и Андрей Букин создали под нее шедевр «На льду», а тут Димаш. И с тех пор почти 4 года я ни дня не могла жить без Димаша, без реакции на Димаша. Сейчас уже немного отпустила. Так я познакомилась и с вами, и с другими реакционерами со всех уголков мира. Это счастье, это чудо. Но что интересно, в моем окружении мало людей, кому нравился бы Димаш, что для меня очень странно. Я сама казашка, живу в городе Актау, бывший город Шевченко на берегу Каспия. Вроде бы Димаш тоже казах, свой, родной, но я мало встречаю людей, которые также восхищались бы. Спасибо вам за все. Мне нравится эта рубрика. Мне нравится все, что касается Димаша. Следующий комментарий. Здесь без имени. Я с вами согласна. Я по себе знаю, что Димашек мне очень во многом помог своим голосом, а теперь еще и заказанные картины с изображением Димашека в моей квартире. Димаш и сам не знает о том, что он целитель. Обожаю его. Уже несколько песен знаю наизусть. Он мне как родной сыночек. Очень хочу попасть на его концерт, но, к сожалению, у меня нет такой возможности. Очень желаю, что такая возможность у вас появится. Дорогая Юлия, я родом из Германии. Мне 54 года. Я встретил Димаша почти ровно год назад, и он спас мне жизнь. В этот момент я был очень подавлен, и моя жизнь больше не стоила того, чтобы жить. Я потерял веру в Бога, а также идею покончить с собой, потому что больше не чувствовал радости ни от чего. А потом пришел он, Димаш, как чудо. Мне было очень плохо. Я лежал в постели и листал YouTube. Потом я нашел видеоклип, где он пел SOS в китайском шоу. Не знаю, что со мной произошло в тот момент, но он словно взял меня в этот момент за руку и увел в свой мир. Мир, полный любви, надежды и душевного спокойствия. Это был шок, потому что я до сих пор не могу описать чувства, которые я испытала в тот момент. Чем больше я слушал его музыку в течение следующих нескольких дней, недель и месяцев, тем более «сумасшедшим» в кавычках я становился. Я проснулся утром и внезапно услышал его музыку в голове, но я не мог ничего с этим поделать. Я действительно пристрастился к нему и мог думать только о нем и его небесном голосе. По сей день я больше не могу слушать никакую другую музыку, кроме Димаша. Моя жизнь, мое мышление, моя жизненная ситуация полностью изменились к лучшему. У меня больше нет депрессии,
Нет мыслей о желании покончить с собой. Он спас меня. Для меня он ангел в человеческом обличии, исцеляющий души тех, кто следует за ним. Теперь я впервые увижу своего ангела вживую в Венгрии 4 мая. Спасибо, живите долго и счастливо. Вот такой короткий комментарий, тоже без имени. Димаш спас мой брак. У меня болела душа, можно сказать, горела после измены мужа. И Димаш с СОС спас мою душу. Я слушала бесконечно, пока боль не притупилась. Простила. Мы вместе и счастливы. Добрый вечер, Юлечка. Вы хорошеете год от года, прямо как и наш любимый Димаш. Спасибо большое. А это значит для меня, что дух и ваша душа совершенствуются. В подтверждении моим мыслям новые грани вашего таланта, прекрасная рубрика «Истории Диерс», которую вы нам рассказываете. Все они живые благодаря вам. При прослушивании истории в стихотворной форме я заплакала. Женщина 70 лет. Спасибо вам и вашим героиням большое. Я до знакомства с Димашем ни от кого никогда не фанатела, хотя музыку любила всегда с детства. С Димашем меня познакомил Фредди Меркьюри. Я тогда, в 2017 году, переслушивала его песни с автопереводом на русский язык. Эта группа была моей любимой с юности. Песня Димаша в 3-м туре. Потом прослушала 1-й тур. Песня «СОС». Мне была известна благодаря Грегори Ле Маршалю, которого тоже узнала и полюбила недавно. Как у многих, челюсть у меня буквально отвисла, но сразу я не приняла эту песню в исполнении Димаша. Но уже все туры I Am Singer в Китае я смотрела и все больше влюблялась чистой любовью в это чудо, Божие творение. Подарок нам, землянам. Вокруг никто из близких и родных не питает таких же глубоких чувств, как я. Но доченька перед ковидом купила мне билет на концерт Димаша в Киеве. Я живу в Украине. И я, простая пенсионерка, смогла быть на этом концерте. Как мы, украинцы, выражали свою любовь, видно в записи концерта. И хотя в стране идет война, народ страдает, первые месяцы войны я не могла слушать песни никакие, хотя живу на Западной Украине и у нас нет боевых действий. Я слушаю Димаша, и его чистая любовь помогает и мне жить в эти непростые времена. Да благословит его Отец наш Небесный на многие года с любовью из Украины. Вот такой комментарий от Сауле. Я услышала Димаша первый раз в Англии, пел песню «Любовь уставших лебедей». Это было так красиво, мощно, шикарно, пронзительно, до глубины души. Потом долгое время и очень редко слушала. А в январе месяце поняла, что нужно слушать, и я общаюсь с ним, с его фото каждое утро. Я чувствую какое-то облегчение. Живу одна, бывает скучно, и поговорить не с кем. И Димаш стал появляться каждое утро, и я ему рассказываю про свою жизнь. Понимаю, что он меня не слышит. И говорю Димашу, будь всегда осторожнее в жизни. Очень нравится его воспитание, уважение, интеллигентность, голос. Все, что есть хорошего в жизни, у него под сердцем. Желаю Димашу больших успехов на сценах мира. Счастья. Следующий комментарий от Диер по имени Наталья Лопаткина. Она давняя моя подписчица. Наталья, благодарю вас, всегда пишите мне очень теплые, хорошие комментарии. Добрый день, Юленька. Приятно видеть тебя, какая ты красавица. Спасибо большое, Наталья. А меня с Димашем познакомил Грегори Ле Маршаль. Люблю этого певца. Однажды слушала в очередной раз в его исполнении «СОС», и интернет подкинул мне эту же песню в исполнении Димаша. И все. Переслушала все, что было на тот момент, и влюбилась окончательно. Навсегда. Его творчество вдохновляет, успокаивает, умиротворяет. Песни Димаша всегда со мной. Кстати, и Грега тоже слушаю до сих пор с удовольствием. Юленька, желаю тебе всего самого доброго. Смотрю твои видео. Спасибо тебе. И вам спасибо большое. Екатерина пишет. Нет слов и рыдающие смайлики.
невероятно трогательные истории, и как же они все созвучны от начала до конца. Он так же, как и в этих историях, просто живет во мне и порой приходит во сне. И тоже был там в черной косухе на мотике. Уже как 3 года, ни дня без Ди. Муж расслабился, понял, что бесполезно, и увидел, что на психику влияет положительно. Конечно, стало немного жизнелюбивее и эмоционально устойчивее, и даже начала сама петь. Но Димаша петь не могу. Юля, вы такая красавица, что справились с песнями Димаша, и получилось у вас здорово. Ой, спасибо большое. Он вообще для меня является мерилом человечности и великодушия во всем, с чем я сталкиваюсь в этом мире. Это самый настоящий психотерапевт для нашей психики и эликсир для наших закрытых сердец и уставших душ. Он чистейший экологичный воздух. Юлия, огромная благодарность вам за прочтение историй и Дирс за то, что поделились. Ведь мы теперь одна семья. И как здорово всегда узнавать больше друг о друге. Если бы вы знали, как я благодарна вам, что вы пишете, делитесь своей жизнью, что вы не ленитесь оставить комментарии, и даже мне достается частичка вашей любви и комплиментов. Это безумно приятно, безусловно. И все-таки как удивительно, что, казалось бы, интернет – такое холодное цифровое пространство. И вдруг, благодаря таким историям, таким комментариям, читаешь, и начинают вырисовываться конкретные личности, конкретные люди со своей болью, со своей радостью, со своими вот этими рассказами, которые позволяют понять, как музыка, творчество и личность, его личные качества как человека, вот Димаша, смогли создать такое энергетическое поле, в котором люди стали дружить, любить, ценить, делиться, подставлять друг другу, да, плечо, поддерживать друг друга и забывать свои боли, как-то исцеляться. Конечно же, нельзя обожествлять человека, да, нельзя в прямом смысле считать его каким-то ангелом или каким-то святым, да, что с ним вот фотографии расставляют, разговаривают, но видя размах и видя и понимая уровень вот этот энергетической вот этой поддержки этого, ну, духа, такого духа, с который среди Дирс организовался и по всему миру, то невольно, конечно, понимаешь, что это экстраординарный человек. Он действительно послан свыше, поэтому я только могу присоединиться ко всем пожеланиям теплым в адрес Димаша и его семьи, и, конечно же, всем вам, кто меня сейчас смотрит. Я желаю не унывать, не отчаиваться, в тяжелые моменты знать, что мы друг у друга есть, что есть хорошие люди, что есть хорошая музыка, что есть какой-то свет, который надо просто в наших душах разбудить. Любите жизнь, цените друг друга, берегите себя. У меня еще очень много комментариев. Напишите, интересно ли вам, когда я читаю комментарии из YouTube. Но мне кажется, так они как-то выведены под прожектор и не остаются просто какими-то буковками под видео. Так вы их лучше заметите и прочувствуете. И также хочу поблагодарить мою виртуальную подругу, мою подписчицу, замечательную Дир. Танюша, спасибо тебе за то, что отобрала такие замечательные комментарии. Я читаю, стараюсь читать все комментарии, которые у меня под видео, но потом к ним вернуться и выбрать такие вот содержательные с какой-то историей у меня нет времени, поэтому, Танечка, спасибо тебе за твою помощь, за твое ассистирование, скажем так, в отборе таких историй. Все, на этом буду с вами прощаться. Увидимся в 5-й части.